Про любовь с Лиашон, звездные пары, которые никак не могут расстаться. Новый клип Селены Гомес, в котором журналисты усмотрели прямой намек на непростые отношения с Джастином Бибером, впрочем, его видят в каждой новой работе певицы, заставил нас вспомнить о знаменитых парах, которые то расстаются, то снова сходятся. И так не по одному разу. Для таких влюбленных в западной прессе обычно используют термин «он-африлатионшип» – отношения, которые то включаются, то снова затухают. Предлагаем проследить историю любви некоторых из подобных звездных союзов. Эти две знаменитости – безусловные лидеры по количеству расставаний и воссоединений. Их история началась в 2011 году и длилась около 3 лет. В течение этого времени они успели разойтись несколько раз. На дворе уже 2018, а мы наблюдаем примерно ту же картину, что и 6-7 лет назад. Фотографы замечают артистов вместе, они выглядят счастливой влюбленной парой, вдвоем путешествуют, потом ссорятся и перестают общаться, а пресса начинает приписывать обоим романы с другими людьми. Напомним, Селена в периоды расставаний встречалась с диджеем Зет и музыкантом Туикнд. Биберу приписывали романы с Барбарой Палвин, Хейли Балдуин, Софией Ричи и десяткам другим различных моделей. Этой зимой Джастин и Селена снова путешествовали вместе, а уже в марте последовал очередной разрыв. Еще через месяц таблоиды сообщили, что Бибер любит Селену и хочет ее вернуть. Она уважает его как человека, но решила, что чувствует себя гораздо счастливее без него. Селена теперь редко говорит о Джастине и полностью готова к новым отношениям, последовал комментарий инсайдера в мае. Не представляем, сколько все это будет продолжаться и чем все же закончится этот бурный роман, свадьбой или окончательным разрывом. Майли Сайрус и Лиам Хемсворт. Майли Сайрус и Лиам Хемсворт познакомились в 2009 году на съемках фильма «Последняя песня». Уже в 2012-м они обручились, к тому времени, правда, пережив несколько попыток расставания. Но спустя год помолвка была расторгнута, а Майли, по крайней мере, по версии прессы, пустилась во все тяжкие, резко сменила имидж на гораздо более провокационный, стала выступать в минимуме одежды, а позировать фотографам и сниматься в клипах вообще почти не ее. Певицы начали приписывать увлечение наркотиками и многочисленные связи, не только с мужчинами. Несколько месяцев она провела с моделью Стеллой Максвелл. В 2016 году Майли и Лиам еще раз всех удивили, опять начав встречаться. Майли никогда не переставала любить Лиама и всегда надеялась, что они снова будут вместе. Она не знает, куда это приведет, но определенно любит его, рассказывал тогда источник, близкий к певице. Сама Майли говорит, что вообще не видит ничего плохого в подобных отношениях,
Думаю, это даже круто, когда люди то расстаются, то сходятся, это значит, чувство настоящее, но при этом у тебя бывают периоды, когда ты можешь побыть наедине с собой. И у тебя есть время, чтобы повзрослеть, считает звезда. После возвращения к экс-бойфренду Майли отрастила волосы. Почти перестала выкладывать в Инстаграм откровенные фото и раздеваться на публике. В общем, вернулась к своему давнему образу Girl Next Door и, кажется, чувствует себя в нем гармонично. А еще, говорят, она мечтает о свадьбе на ранчо. Ждем новостей. Кэти Перри и Орландо Блум — еще одна пара, которая никак не может расстаться. Кэти Перри и Орландо Блум. Певица и актер были неразлучны, начиная с вечеринки в честь «Золотого глобуса» в январе 2016 года. Они даже успели пожить вместе, часто попадали в объективы фотографов во время свиданий, активно путешествовали. Да, вы, конечно, помните те самые фото пары с обнаженной прогулки на лодке. Закончилось все спустя всего лишь 10 месяцев. Представитель Перри подтвердил новость о расставании. Но прошло примерно полгода, и знаменитостей снова стали видеть вместе. В их окружении уверяли, что экс-влюбленным удалось сохранить дружеские отношения. Однако в прессу начали просачиваться свидетельства инсайдеров о том, что Кэти и Орландо не просто дружат. Певица на вопросы журналистов отвечала достаточно размытыми фразами: «Вы знаете, люди приходят и уходят из наших жизней. Приятно, когда люди, которых ты любишь, находятся рядом. С возрастом граница стирается». А в феврале этого года журналистам рассказали, что Перри и Блум абсолютно точно воссоединились. Она пыталась забыть его, но не смогла. У Кэти есть к нему чувства, и она хочет, чтобы на этот раз у них все получилось. Они снова вместе, подтвердил источник. Джиджи Хадид и Зейн Малик, 25-летний музыкант и 22-летняя модель, внешне казались идеальной парой, но и в их отношениях не все было гладко почти с самого начала. В первый раз Зейн и Джиджи расстались через 7 месяцев после того, как у них закрутился роман. Впрочем, уже тогда инсайдер рассказал журналистам, что ранее знаменитости не раз были близки к разрыву. Они то ссорились и пытались расстаться, то снова мирились. Джиджи и Зейн разошлись, но они еще могут передумать. Между ними что-то непонятное, говорил тогда другой источник. И правда, не прошло и недели, как влюбленные опять появились на публике вместе. В марте 2018 года они в очередной раз расстались, теперь уже официально заявив об этом, и отписались друг от друга в соцсетях, хоть и уверяли, что будут друзьями. Меня вдохновляла мысль о том, что
что я могу любить кого-то всю оставшуюся жизнь, но все меняется, и мы должны двигаться дальше», — сказал Малик в интервью, а спустя некоторое время они вновь были замечены на публике вместе. Вот так равно. Пинк и Кори Харт. Пинк замужем за мотогонщиком Кори Хартом уже 12 лет, а вместе они около 17 лет. И все это время их отношения были довольно непростыми. Начав встречаться в 2001 году, влюбленные взяли паузу в 2003, через 2 года обручились и в 2006 сыграли свадьбу. Но это было только начало. Прошло еще 2 года, и они объявили о расставании. «Мы все время работали, бывало, Кори видел меня дней 5, а потом мы расставались на 1,5 месяца. Решить все свои проблемы за эти 5 дней просто нереально», — поясняла певица. В том же году Харт снялся в клипе певицы Суать, и у поклонников снова появилась надежда на то, что пара возобновила отношения. В 2010 году Пинк и Кори опять воссоединились, не без помощи семейного психолога. Интересно, что в интервью телеведущей Эллен Дедженерис Пинк как-то сказала, что периодические паузы в отношениях и есть секрет долгого брака. 17 лет по голливудским меркам – не шутки. Бывает, я смотрю на мужа и думаю, мне вообще ничего в тебе не нравится. У нас нет ничего общего. Я терпеть не могу то, что ты любишь. Я не хочу тебя видеть. А потом проходит пара недель, и я начинаю думать, что у нас все хорошо. А потом наступает период, когда у вас год нет секса. Это конец. Хочу ли я его? Хочет ли он меня? Моногамия – это работа. Но когда ты работаешь над этим, все налаживается, говорит Пинк. Риhanna и Крис Браун не все отношения в режиме он, а завершаются счастливым финалом. Бывает, что у них действительно нет будущего. Яркий пример – роман Риhanna и Криса Брауна, вызвавший столько шума в прессе. Когда в 2008 году знаменитости рассказали о своих отношениях, поклонники были в восторге. В шоу-бизнесе появилась еще одна суперзвездная пара. Но уже в 2009 в день церемонии Грэмми Браун наставил своей возлюбленной синяков, о чем быстро узнала пресса. Музыканту назначили испытательный срок и запретили приближаться к Рианне ближе, чем на 50 ярдов, около 45 метров, а на светских мероприятиях, на 10 ярдов, около 9 метров. Риhanna с тех пор успела походить на свидание с Дрейком и бейсболистом Мэттом Кемпом, а Крис стал встречаться с Каручи Трен. Прошел год, и появились слухи о воссоединении Риhanna и Брауна, что вызвало невероятный гнев фанатов певицы. Они считали, что такая сильная женщина, как Ри, никогда не даст обидчику второй шанс. Сперва бывшие влюбленные просто записали пару дуэтов, а в начале 2013 года Риhanna подтвердила в интервью, что их роман разгорелся с новой силой.
я решила, что самое главное для меня – это быть счастливой. И чье-то мнение не сможет этому помешать. Даже если я совершаю ошибку, это моя ошибка. И все же отношения снова пошли под откос. Через пару месяцев Браун сообщил, что они с Рианной опять расстались. Певец вернулся к Каручи, и они с переменным успехом встречались до тех пор, пока не выяснилось, что некая женщина родила от Брауна ребенка. Рэйчел Билсон и Хейден Кристенсен, актеры, начали свои отношения во время съемок фильма «Телепорт» в 2007 году. Два года спустя Хейден сделал Рэйчел предложение, но до свадьбы не дошло. В 2010 году знаменитости разорвали свою помолвку. А еще через несколько месяцев опять начали назначать друг другу свидания. От намерения пожениться, правда, они отказались. Однако в 2014 году у них родилась дочь Брайан Роуз Кристенсен. Прошлой осенью поклонников поразила новость о том, что одна из самых крепких голливудских пар распалась. Причиной, по слухам, стала неверность Кристенсена. По информации таблоидов, на съемках нового фильма у него начался роман с Эммой Робертс. Согласно другой версии, актеры просто не сходились характерами, что всегда становилось причиной конфликтов между ними. Один из инсайдеров заявил: Рэйчел очень общительна, для нее важно проводить время с друзьями. Хейден – полная ее противоположность, иногда он ведет себя как социофоб. По словам источника, Рэйчел часто приходилось посещать мероприятия вроде свадеб друзей в одиночестве, потому что Хейден просто не любит никуда выходить. А после рождения дочери у актера, как выразился инсайдер, паранойя по поводу того, что кто-нибудь сфотографирует ребенка. Говорят, Кристенсен даже отказался от перелета в пользу поездок на автомобиле, потому что боялся, что в аэропорту звездное семейство подкараулят папарацци. Меган Фокс и Брайан Остин Грин. Роман этой пары тоже закрутился на съемочной площадке, причем Брайану было 30 лет, а Меган всего 18, и, как говорит актриса, ее будущему мужу это казалось препятствием. В 2006 году, спустя 2 года после знакомства, пара объявила о помолвке. Но время шло, а дату свадьбы все не назначали. Более того, Фокс снималась в «Трансформерах», где ее партнером по площадке стал Шайа ЛаБеоф, и в прессе пошли слухи, что химия между ними присутствует не только на экране, но и в реальной жизни. Кстати, сам ЛаБеоф этого не отрицал. Неизвестно, повлияла ли эта история на отношения Фокс с женихом, но в 2009 году помолвка была расторгнута. Однако Меган и Брайан снова стали встречаться, а в 2010 году поженились. Они сыграли тихую свадьбу на берегу океана на Гавайях,
Гость был всего один, сын жениха от предыдущих отношений. Через 5 лет актриса подала на развод. Причиной стали, как всегда, неразрешимые противоречия, но в окружении пары шептались, брак рушится из-за того, что Меган успешно и много снимается, а слава ее мужа осталась в прошлом, и теперь на него легли обязанности по воспитанию детей. Не прошло и года, как стало известно, что Фокс и Грин не просто вместе, но и ждут третьего ребенка. Меган и Брайан трудятся над своими отношениями, причем не только ради детей, но и ради самих себя. Они с нетерпением ждут появления на свет малыша, сообщали тогда в окружении звездные пары. В 2016 году у актеров родился третий сын, Джорни. Они снова стали жить вместе, и, хотя Брайан и говорит в интервью, что брак – это непросто, они с Меган планируют еще одного ребенка, на этот раз девочку. Фото getImages.ru